Канал юриста Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Разбираем убийство Ирины Фарион. Противоречия следствия и экспертиз». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Вы на моем YouTube-канале, где мы разбираем самые громкие и сложные судебные дела. Сегодня у нас на повестке дня одно из самых резонансных дел последнего времени. Обвинение Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Это дело вызывает массу вопросов, споров, эмоций. И я уверен, что многие из вас следят за ним с не меньшим интересом, чем я. Почему это дело так важно? Потому что оно не только о судьбе конкретного человека, но и о том, как работает наша судебная система. Насколько объективно следствие и можно ли доверять доказательствам, которые нам с вами предъявляют. Сегодня я разберу для вас ключевые моменты этого дела. Расскажу о следственном эксперименте, экспертизах и тех противоречиях, которые заставляют задуматься, а действительно ли следствие докопалось до истины. Мы с вами проведем около 25 минут, чтобы подробно проанализировать материалы дела, шаг за шагом, разобрать показания свидетелей, экспертизы и выводы следствия. Я обещаю, будет интересно. А главное, вы сами сможете сделать выводы, основываясь на фактах. Если вы готовы, берите чай, кофе, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, прокомментировать. Если у кого есть возможность, донатьте. И поехали. Для начала давайте разберемся, о чем это дело. Ирина Фарион, фигура известная, и ее убийство потрясло многих. Вячеслав Зинченко обвиняется в том, что он совершил это преступление, этот преступный акт. Но вот вопрос, достаточно ли у следствия доказательств, чтобы утверждать, что именно он виновен? Как юрист я всегда говорю, в уголовном процессе главное это факты, а не эмоции. И сегодня мы будем говорить именно о фактах. Судебные заседания по этому делу начались давно, но последние из них прошли 27 и 28 мая 2025 года. Я не буду торопиться и сразу переходить к этим заседаниям. Мы разберем их в следующих выпусках. Сегодня же я хочу вернуться к предыдущим этапам, чтобы вы поняли, как развивалось дело, и сосредоточиться на одном из ключевых моментов – следственном эксперименте. Почему он так важен? Потому что именно следственный эксперимент должен был воссоздать картину преступления. Но, как мы видим, вместо ясности он порождает еще больше вопросов. Итак, давайте перенесемся на 23 июля 2024 года. Во дворе дома на Масарика 3, где жила Ирина Фарион, проводится следственный эксперимент. Его цель
восстановить обстоятельства убийства. Кто участвует? Свидетели, Дума и Бабюк. Следователь, понятые и статисты. Задача понять, как все происходило в тот роковой день. Согласно протоколу, который зачитал прокурор Петлеваный на заседании 26 марта 2025 года, к эксперименту приложены две схемы. Первая показывает, где находились свидетели, потерпевшая и человек в панамке и очках, которого следствие считает стрелявшим. Вторая схема фиксирует наиболее вероятные позиции потерпевшей и этого человека. Представьте картину. Ирина Фарион стоит у подъезда с чемоданами и сумкой, ожидая такси. Свидетель Дума копается в багажнике своего автомобиля, примерно в 30 метрах от нее. Свидетель Бабюк идет по проезжей части, куда должна подъехать машина такси. Она проходит мимо Фарион, поравнявшись с ней, и продолжает движение, отойдя примерно на 17 метров. В этот момент Фарион остается у нее за спиной. И вот Бабюк слышит выстрел. Она поворачивается и видит. Фарион лежит на земле. Ее ноги направлены в сторону арки, а рядом, на расстоянии 7 метров 20 сантиметров, бежит человек в панамке и очках. Важный момент. Фарион уже не у подъезда, а на противоположной стороне проезжей части, примерно в 4,5 метра от того места, где она стояла изначально. Дума описывает похожую картину. Он тоже слышит выстрел, видит лежащую Фарион, ноги которой направлены к арке, и бегущего человека в панамке и очках. При этом он замечает в его руках черный предмет, который, как он говорит, мог быть оружием. Но он не уверен. Друзья, как думаете, насколько точны такие показания? Люди слышат выстрел, поворачиваются, видят убегающего человека, но никто из них не видел сам момент выстрела. Это уже наводит на мысль, что картина не такая уж ясная, правда? Давайте разбираться дальше. Итак, что мы имеем? Фарион лежит на земле. Бабюк видит ее с расстояния 17 метров. Дума с 30 метров. Оба свидетеля замечают бегущего человека в панамке и очках на расстоянии 7 метров 20 сантиметров от тела. При этом Фарион находится не у подъезда, а на другой стороне проезжей части в 4,5 метра от исходной точки. Следователь спросил Думу, где прозвучал выстрел. Дума ответил, что выстрел прозвучал в месте, где лежала Фарион, а не где-то сверху. Бабюк же не смогла четко указать, где именно прозвучал звук выстрела. И это уже первое расхождение в показаниях. Теперь самое интересное.
На основе этих данных следствие составило вторую схему, где указано, что Фарион лежала там, где ее нашли, а стрелок находился на расстоянии 1 метра 10 сантиметров от нее в момент выстрела. Это расстояние следственный эксперимент считает наиболее вероятным. Но вот вопрос, насколько это достоверно? Друзья, представьте себя на месте присяжных. Вы слышите, что свидетели не видели момент выстрела. Но следствие утверждает, что стрелявший был в метре от жертвы. Как бы вы оценили такие доказательства? Пишите в комментариях. Ваше мнение мне интересно. Теперь давайте копать глубже. Я внимательно изучил материалы судебно-медицинской экспертизы тела Ирины Фарион. Эксперту задали вопрос: были ли на теле микрочастицы, указывающие на то, что пуля прошла через какую-то преграду перед тем, как нанесла травму. Ответ эксперта: таких микрочастиц не обнаружено. Это значит, что пуля попала в голову напрямую, без препятствий. Но вот что важно. Если экспертиза искала микрочастицы, она должна была проверить и наличие пороховых газов. Если выстрел, как утверждает следствие, был сделан с расстояния 1 метра 10 сантиметров, на теле Фарион должна была остаться так называемая пороховая татуировка. Микрочастицы пороха, которые выбрасываются из ствола пистолета, например, типа Макарова, в момент выстрела. И что вы думаете? Экспертиза не нашла никаких микрочастиц пороха ни на коже, ни на волосах. Как такое возможно? Если выстрел был с такого близкого расстояния, пороховая татуировка должна была бы быть. Это серьезное противоречие. Получается, что следственный эксперимент, утверждающий расстояние в 1 метр 10 сантиметров между стрелявшей и потерпевшей, не стыкуется с результатами экспертизы. Это заставляет задуматься. Либо выстрел был сделан с другого расстояния, либо реконструкция следственного эксперимента ошибочна. Теперь вернемся к свидетелям. Дума утверждает, что выстрел произвел человек в панамке и очках, но он не видел момент выстрела. Бабюк тоже не видела, как стреляли. Никто из них не может подтвердить, где находился стрелявший относительно Фарион в момент выстрела. Бабюк предполагает, что человек в панамке и очках шел за ней, поравнялся с Фарион, выстрелил, а затем убежал. Но это лишь ее гипотеза. Она повернулась уже после выстрела и увидела убегающего на расстоянии 7 метров от тела. Дума тоже не видел выстрела, но предполагает, что стрелявший был в 1 метре 10 сантиметрах от Фарион. Друзья, как юрист я вам скажу, предположение – это не доказательство. Согласно Конституции
Украины, все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. А здесь у нас не просто сомнения, а полное отсутствие прямых свидетельских показаний о моменте выстрела. И вот еще одна мысль, которая заставляет задуматься. А что, друзья, если Дума выдумал свою версию? Или даже больше. Что если сам Дума причастен к выстрелу, а человек в панамке и очках просто оказался свидетелем и убежал? А Бабюк, возможно, видела больше, но боится говорить, опасаясь последствий. Это, конечно, гипотеза, но она показывает, насколько шаткими являются выводы следствия. Теперь давайте разберем экспертизы, на которые опирается следствие. Портретную, генетическую и одерологическую. Следствие утверждает, что они доказывают, что человек в панамке и очках – это Зинченко. Но давайте посмотрим, так ли это. Портретная экспертиза. Эта экспертиза должна была установить, является ли человек в панамке и очках Зинченко. Но есть проблема. 65% этого человека скрыты панамкой и очками. Как в таких условиях можно точно идентифицировать человека? Эксперты сами признают, что это делает экспертизу ненадежной. Более того, есть процессуальное нарушение. Фотография человека в панамке и очках была скопирована в порядке осмотра, хотя она является электронным документом и должна была изыматься в порядке выемки. Адвокаты указали на это, а прокурор Петлеваный не смог объяснить, почему так произошло. Это серьезное нарушение, которое ставит под сомнение всю экспертизу. Генетическая экспертиза. На одном из стульев во дворе на Масарика 3 якобы нашли ДНК Зинченко. Но вот что странно. Для этого проводили 3 смыва с поверхности стула. Первые 2 1 и 8 августа 2024 года, и они не показали наличие ДНК Зинченко на стуле. А третья экспертиза, произведенная 21 августа, дала результат и говорит о том, что ДНК Зинченко присутствовала на стуле. И получается, что только на 3-й раз ДНК Зинченко вдруг ни с того ни с сего не было и вдруг появилась на стуле. Скажите, друзья, как такое возможно? Если дважды смывали и ничего не нашли, зачем производить 3-ю экспертизу? Это наводит на мысль о возможной фальсификации. Как юрист я вижу здесь явные проблемы с достоверностью. Одерологическая экспертиза. Эта экспертиза основана на работе собак, которые должны были уловить запах Зинченко. Но и здесь есть вопросы.
Во-первых, процесс не был зафиксирован на видео. Во-вторых, запахи, по утверждению следствия, собирали через 4 часа после убийства. А защита настаивает, что это было сделано на следующий день. В-третьих, собаки могли быть подвержены влиянию хозяина, который расставлял запахи. Эмоциональная связь между собакой и хозяином может искажать результаты. Друзья, представьте, экспертиза, где нет видеофиксации, сомнительные сроки сбора запахов и вопросы к методике. Можно ли доверять таким доказательствам? Пишите в комментариях, что думаете. Итак, давайте подведем итог. Никто из свидетелей не видел момент выстрела. Следственный эксперимент утверждает, что выстрел был сделан с расстояния 1 метра 10 сантиметров. Но судебно-медицинская экспертиза не нашла следов пороха, которые должны были бы быть на теле пострадавшей. Портретная экспертиза ненадежна из-за маскировки лица и процессуальных нарушений. Генетическая экспертиза вызывает сомнения из-за странной истории с 3 смывами. Одерологическая экспертиза не подтверждена видеофиксацией и имеет методологические проблемы. Как юрист я могу сказать, у следствия нет прямых доказательств того, что Вячеслав Зинченко совершил убийство Ирины Фарион. Есть только предположения, косвенные улики и, возможно, фальсификации. Если бы я был присяжным в этом деле, я бы сказал, доказательств вины нет. Друзья, а как бы вы поступили, будучи присяжными? Считаете ли вы, что следствие собрало достаточно доказательств? Или наоборот, дело шито белыми нитками? Делитесь своими мыслями в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Итак, друзья, мы с вами разобрали одно из самых сложных и противоречивых дел. Оно показывает, как важно быть внимательным к деталям, не поддаваться эмоциям и требовать от следствия железных доказательств. Судебная система – это не место для предположений. Это место, где истина должна быть доказана. В следующих выпусках мы разберем заседание 27 и 28 мая 2025 года, чтобы понять, как развивается дело дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если этот разбор был вам полезен, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Это помогает каналу расти. И напоследок, давайте вместе следить за тем, чтобы справедливость в нашей стране была не просто словом, не просто выдумкой, а реальностью. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!